Всем привет! Меня зовут Татьяна Киреева. Я тренер по мужским стрижкам в школе Диметриус. Мою модель зовут Артем. Сегодня я вам покажу стрижку андеркат на вьющиеся волосы с элементом фейда. Я предварительно 2 раза помыла голову шампунем и нанесла бальзам. Разделение я сделала через бугры, височный бугор, затылочный и с другой стороны тоже височный бугор. Получилась шляпная зона. Стрижку начинаю с височной зоны. Предварительно помыла голову 2 раза шампунем и нанесла бальзам. Выделила шляпную зону по выступающим буграм. Стрижку начну с височной зоны. Стрижку буду выполнять машинкой. Для этого предварительно отсушиваю зону, с которой я буду работать. Начинаю стрижку с простроения височной плоскости. Для этого определяю длину ребра жесткости, ориентируясь на височный бугор. Ребро жесткости задаю в плоскость. После этого, ориентируясь на длину ребра жесткости, через выступающий бугор строю контрольный коридор. Ориентируясь на 2 контроля, ребро жесткости и контрольный коридор, достраиваю плоскость. Чтобы было удобно выставить расческу в плоскость за ухом, я отодвигаю ухо. Выставляю ножи на машинке в открытое положение и начинаю размывать от краевой линии. Выставляю ножи на среднее положение и прорабатываю чуть ниже. Обратите внимание, что машинка у меня всегда находится в плоскость. То есть я не выставляю машинку по голове. Ножи у меня всегда в плоскость. Закрывая нож полностью, прорабатываю краевую. Затем триммером и расческой делаю более плавный переход. Расческу максимально прижимаю к голове. Это очень важно. И дочищаю плоскость открытыми ножами машинки. Машинка всегда работает на вылет, то есть я не повторяю форму головы. То есть, где голова закругляется, в этом месте машинка идет на вылет. Дорабатываю затемнение триммером и расческой. Всегда оценивайте свою работу через зеркало. Зеркало – это ваш инструмент, это ваш помощник. И обратите внимание, когда я прорабатываю краевую над ухом, я ухо отгибаю вниз. То есть я не в сторону убираю его, а аккуратненько убираю вниз, чтобы кожа была не натянута. Благодаря этому меньше вероятность порезать кожу. Одна сторона закончена. Перехожу ко второй стороне. Я простригла 2 височные зоны и приступаю к затылочной. Начинаю также от ребра жесткости, контрольный коридор и затем плоскость. Задаю ребро жесткости, ориентируюсь на выступающий бугор. и ориентируюсь на длину ребра жесткости,
Достраиваю контрольный коридор до краевой линии. Для удобства чуть-чуть наклоняю голову. Затем достраиваю плоскость, ориентируюсь на ребро жесткости и контрольный коридор. Соединяю две точки. Сначала задаю арку. И все, что ниже линии, убираю под ноль. Открытым ножом машинки начинаю размывать образовавшуюся арку. Сейчас моя задача размыть две линии. Это верхнюю линию, верхнюю арку и нижнюю. Начну с нижней. Для этого я выставляю нож на середину. И аккуратненько уголочком буду размывать вот эту линию. Краевую прорабатываю триммером. Триммером на расческе дорабатываю верхнюю арку. Моя задача добиться плавного перехода. Основную массу я убрала триммером. Теперь плоскость дочищаю машинкой. Стрижка височных зон и затылочной завершена. Приступаю к стрижке теменной зоны. Теменную зону я буду прорабатывать бритвой. Для этого я хорошо размачиваю волосы. Теменную зону прорабатываю бритвой. Для этого выделяю прядь примерно сантиметр-полтора и начинаю текстурировать и чуть-чуть убираю длину по концам. Иду попрядно, каждая прядь на своем месте. Обратите внимание, что оттяжка перпендикулярна голове. Для этого я модель попросила чуть-чуть пониже сесть, чтобы мне было удобнее прорабатывать. Прохожусь по центру и, не доходя до краевой 1,5-2 см, останавливаюсь. Челочный блок буду прорабатывать с лица. Прошлась я по центру, теперь буду справа и слева прорабатывать. Слева и справа. Пожелание Артема максимально сохранить длину, поэтому я по концам прохожусь прям минимально. В основном добавляю текстуру. Вот здесь вот краевая, не доходя 1,5-2 см. И вот эту прядь отделяю. И вот эта прядь будет последняя в этом блоке. Перехожу к другой стороне. Начинаю с затылка и постепенно перемещаюсь в направлении к лицу. Чтобы себя обезопасить, можете предварительно отделить прядь у лица. Перехожу к челочному блоку. Если волосы подсохли, размачивайте обязательно, потому что бритвой нужно работать на хорошо размоченные волосы. Влажные волосы более пластичные. В сухом виде вы будете их травмировать. Почему челочный блок прорабатывается
изнутри, то есть с обратной стороны. Если проработать с этой стороны, и когда Артем будет укладывать, у него будут торчать тут короткие волосы. Чтобы этого избежать, челочный блок прорабатываем изнутри. Стрижка теменной зоны завершена. Перед укладкой я нанесу крем для вьющихся волос для формирования завитка. Укладку буду делать при помощи диффузора. Средний нагрев, средняя скорость. Небольшой лайфхак. Если, например, у вас нет диффузора, можете делать укладку. Волосы собираете в кулачок. Также средний нагрев, средняя скорость. И дуете в кулачок. И так проходитесь по всей голове. Чтобы волосы не пушились, старайтесь минимально трогать волосы руками. Для финальной укладки я наношу воск на водной основе. Аккуратно убираю пушистость и формирую конечную укладку. Жамкой, жамкой. Финальным штрихом в укладке я наношу спрей-блеск от фирмы Нирвель. Стрижка андеркат на вьющиеся волосы завершена. Обратите внимание на текстуру, на плавность переходов. Я знаю, тебе понравилась эта стрижка. Ставь лайк, пиши комментарии, задавай вопросы, подписывайся на канал и жми колокольчик. Будь с нами, будь с Диметриус.